В небольшой деревне на краю леса жила пожилая женщина по имени Мария. Ей было уже за 70, и большую часть времени она проводила одна в своем старом доме. Единственным ее настоящим другом была кошка по имени Мурка, которую женщина подобрала еще маленьким котенком много лет назад. Мурка всегда была необычной кошкой. Она часто уходила в лес, но каждый раз возвращалась домой. Мария знала, что кошка любит гулять, и никогда не мешала ей. Она даже не подозревала, что однажды Мурка принесет домой тех, кого женщина совсем не ожидала увидеть. Однажды ранним утром Мария услышала странные звуки возле двери. Она подумала, что кошка снова пришла с улицы. Но когда женщина открыла дверь, она замерла от удивления. На пороге стояла Мурка, а рядом с ней лежали два маленьких пушистых детеныша. Сначала Мария решила, что это котята. Они были маленькими, с серо-коричневой шерстью и большими ушами. Кошка осторожно подошла к ним, легла рядом и начала вылизывать малышей, словно это были ее собственные дети. Женщина удивилась такому поведению, но еще больше ее удивило то, что Мурка не отходила от детенышей ни на шаг. Она кормила их, согревала и защищала. Мария стала помогать кошке, но вскоре поняла, что малыши выглядят совсем не как обычные котята. У них были слишком длинные лапы, острые мордочки и необычный взгляд. Тогда женщина решила обратиться за помощью к местному егерю Сергею, который хорошо знал лесных животных. Приехав к дому, егерь внимательно осмотрел малышей и сообщил удивительную новость. Это были волчата. Скорее всего, они потеряли свою мать, а Мурка случайно нашла их в лесу и принесла домой. Каким-то невероятным образом кошка приняла чужих детенышей и стала для них настоящей мамой. Мария не знала, что делать дальше. Она понимала, что волки должны жить в лесу, но за несколько месяцев волчата сильно привязались к кошке и к дому. Они росли рядом с Муркой, играли с ней и всегда искали ее рядом. Когда волчата подросли, егерь Сергей решил, что пришло время вернуть их в природу. Он отвез их далеко в лес, где для них было безопасное место. Марии было тяжело расставаться с ними, а Мурка долго сидела возле двери и ждала своих малышей. Но произошло то, чего никто не ожидал. Через несколько дней женщина услышала знакомые звуки возле дома. Выйдя на улицу, она увидела двух молодых волков, которые стояли возле забора. Они вернулись туда, где выросли. Мурка сразу выбежала к ним, а волки спокойно подошли к ней. Они не забыли кошку, которая заменила им мать в первые месяцы жизни. После этого Мария решила оставить их рядом. Она понимала, что полностью приручить диких животных невозможно, но теперь волки жили неподалеку от леса и иногда приходили проведать ее и Мурку. Годы спустя жители деревни часто рассказывали эту удивительную историю о кошке, которая смогла спасти двух волчат и подарить им заботу тогда, когда они больше всего в ней нуждались. Эта история напоминает нам, что доброта и забота не знают границ. Иногда даже самые разные существа способны почувствовать любовь и поддержку. Помощь слабому может изменить чью-то жизнь навсегда. Природа удивительна, и если относиться к ней с уважением, она может подарить нам самые невероятные встречи и уроки.